Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Знаки судьбы. Личная жизнь. Что ждет в 2025 году? Давайте узнаем. Подсказки карт. Личная жизнь, конечно, мы ее понимаем, это как чувственность, забота, это любовь сама по себе, эмпатия. Но это еще и на злобу дня вопросы дома, денег, ваши достижения, безусловно, это тоже личная жизнь и ваша самореализация, ваши планы на будущее, мои дорогие водолеи. Так вот, энергии 2025 года призывают нас привести в баланс все эти направления, сложить в единый красивый узор. Мудрость, гибкость, дипломатия – это верные союзники для всех нас в 2025 году. А внешние события или обстановка, обстоятельства, новости, они могут нас в течение 2025 года ставить в тупик или где-то удивлять или наоборот разочаровывать. Поэтому будет очень важно сохранить центр своего благополучия или создать таковой, если он пока еще не имеется, в соответствии и с нашими желаниями, и нашими возможностями. У нас сегодня две колоды карт, и обе колоды ангелов. Таро поддержки патронажа ангелов и оракул ангелов. Ангелы сердца, так он и называется, удивительная колода, которая дает подсказки, которые не похожи ни на один, ни на любой другой, точнее, оракул. Давайте узнаем, что нам расскажет колода Таро и первую карту, которую мы достанем. Как карты Таро видят ваше настроение или общий фон энергии на 2025 год для вас, мои дорогие водолеи. Давайте будем узнавать. Вторая карта, что идет вам в руки или что вам помогает, что вас радует. Позитивные моменты, в чем плюсы. Отношение партнера к вам. Будет ли новое знакомство? Что вам может помешать? И возможные сюрпризы. Достанем 4 карты на колоде оракула, как знаки судьбы. И первая карта, что важно знать. Может быть, это как квинтэссенция всех направлений, по мнению оракула. Что, может быть, не нужно потерять в течение года из вашего внимания. Но дальше по направлениям. Энергия любви, энергия дома, энергия денег и ваши достижения. Что же нам расскажут по поводу вашего настроения? Чемоданное настроение, можно сказать смело. Ваши достижения. И пусть это будет где-то относиться напрямую к вашим задумкам по части переезда. И, может быть, у кого-то мелкие какие-то поездки, я такое допускаю, а у кого-то переезд очень далеко в другую страну, совершенно с другим менталитетом, с новой какой-то формой или важными моментами, как организации вашей жизни, когда вам придется себя адаптировать. Может быть, вы столкнетесь с людьми, которые разного вероисповедания с вами. По этой карте вообще-то нет ничего невозможного. По этой карте сбываются наши мечты. И мы должны верить в собственную мечту. По этой карте мы остаемся довольны. И само по себе, как реализация нашего плана, у вас получится. Но кто-то может менять. Я понимаю, не все уезжают куда-то. Но я могу предположить, что в принципе вам драйва захочется. И вам захочется больше перемещаться, знакомиться с людьми, расширить свои контакты, шире вот вообще в принципе как и горизонт, так и кругозор сделать. И может быть это будет как основополагающий мотив к тому, что я буду менять работу. Вас может заинтересовать какая-то новая сфера деятельности. Вы можете и сами-то измениться. И я должна сказать, в колоде Таро есть две карты выбора правильного направления. Одна поближе, другая подальше. Так вот это как раз, мои дорогие водолеи, на лет 10-20. Это Плутон в вашем знаке. Но, видимо, закладка, базис какой-то происходит в 2025 году. Или какой-то старт. То, чему вы будете больше уделять внимания. Или что вы будете развивать в 2025 году.
Будь то это ваши достижения, ваш бизнес, ваше личное дело, творчество, хобби, неважно в каком контексте. Кто-то пишет картины, кто-то пишет книгу, кто-то научный труд пишет, а кто-то хочет быть публичным человеком или блогером, или да все что угодно. Или ваши задумки, вообще новое качество жизни получить, уехав в другую страну, и вы будете задумываться, так, каким образом я могу работать из любой точки мира. Правда, потому что часто по части вот как раз Вселенная, эфир, проходит и интернет, и новые какие-то технологии по аркану звезда. И это для вас как ваше настроение или ваши энергии. Вы в совершенно новых каких-то инновационных энергиях. И какие вы перед собой поставите цели, то и будет осуществляться последующие 10-20 лет. Примите во внимание, что 2025 год для вас будет очень важен. Что вас будет радовать, что вам идет в руки? Вы знаете, эта карта человека, способного к сопереживанию, к состраданию, человека чувственного, человека, который вас, правда, может чувствовать и душой, и сердцем, тот, который может вам верной быть опорой, поддержкой. И, безусловно, это про любовь или про личные отношения. Может быть, это кто-то и из родственников, я допускаю. Но мы смотрим на личную жизнь, поэтому, мои дорогие водолеи, для кого-то из вас построить личную жизнь и, возможно, очень далеко. Или в другой местности. Или с тем человеком, который не похож на вас. Который совершенно не принадлежит, может быть, даже к тому социуму, в котором вы находитесь сейчас, когда смотрите это видео. Или это знакомство уже состоялось, а вы думаете, получится, не получится. Если правда, это может проходить как отношения на расстоянии. Но, по крайней мере, что идет, если мы говорим в руки, или что помогает, что вас радует, какая-то личная история, может быть достаточно и радостная, но самое главное, надежная и искренняя. Это как ваши тылы, которые могут быть очень крепкие. Это может быть, конечно, и уже в сложившихся парах, и когда вы вместе будете какие-то задумки осуществлять, но для кого-то есть и возможность встретить такого человека. Ведь часто по королям или королевам кубков, это как персональные карты двора, проходят наши близкие, именно по части личной жизни. Как будет партнер проявляться к вам? И я могу с уверенностью сказать, что в тех парах, даже в тех парах, когда вы не достигли взаимопонимания, или, может быть, вы привыкли друг к другу, мои дорогие, здесь это карта трансформации в этой колоде. Вы можете и изменить свои отношения, и увидеть как будто друг друга совершенно по-другому, оценить, может быть, по-другому. Может быть, для кого-то, наоборот, нам говорят, была разрушительная ситуация, меня смотрят люди из разных стран, когда отношения, наоборот, прекратились. И по достаточно, таким веским и грустным причинам. И это я тоже допускаю. И тогда вы один или одна. И у вас, словно на пороге, уже судьба вам готовит новую встречу. И это будет какой-то совершенно иной человек. Поэтому не переносите отношения прежние на отношения новые. Это я попутно говорю. Но это может быть тот человек, который на 20 лет как минимум. То есть вы очень долгий период будете вместе. Для кого-то из вас это может означать, когда, может быть, была какая-то история, которая длилась, знаете, когда были знакомства, например, да, или были какие-то контакты, и, может быть, ни к чему они не обязывали, и вы даже не думали о том, что мы будем продолжать уже в более таком тесном контакте нашу историю. И вот здесь тоже могут быть перемены, потому что сама по себе карта перемены, трансформации. Для кого-то из вас вы даже с семьей переезжаете и, может быть, открываете своего партнера, который знали энное количество лет, тоже заново. Он там будет какую-то свою деятельность, может быть, обустраивать, и вы его увидите с нового словно ракурса. Есть такой момент. Но и не забудьте такое еще, как подсказку, совет от карт.
Я всегда говорю, когда выпадает карта башня, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Может быть, какие-то очень важные темы проговорить вслух. Не закопать словно в самом себе, не углубить, не утрамбовать вглубь своей души, а потом теряться в догадках. Мои дорогие водолеи, для вас все нужно прояснять. Но все же прообраз башни это был прежде как тюрьма. Это период ограничений. Или пусть мы держались за эти стены, нам казалось, ух ты, цитадель, это мое место надежности. Мы не видели попросту, что это была какая-то башня ограничений. И вот теперь эти ограничения тоже падают. Мы свободны. Но на какой-то период времени мы еще пока не знаем, что с этой свободой делать, куда ее приложить. Поэтому трансформация на ним проходит просто. И, видимо, у вас вот этот трансформационный период, ну, где-то, может быть, вами прочувствован. И прочувствован вашим партнером. Я могу предположить для тех даже, все же и еще один старший аркан. Допустим, у кого любовный треугольник. Вы тут тоже будете что-то решать. Вы сами захотите более конкретно о себе самом или самой знать. И вот эти перемены попросту впустите в свою жизнь. Не хочется, как прежде. Не хочется плохо. Все же карта звезда, направление, вот это, которое на долгий период времени, и вы, скорее всего, будете задумываться на высокое, на далекое, на, может быть, какую-то далекую перспективу. Вам самим, мои дорогие водолеи, не захочется топтаться на месте. И, может быть, это основное качество, которое будет вас, ну, может быть, и где-то и подвигнет, и там подвиги те или иные, но и еще и многие сферы жизни изменит. Тут изменится и ваша жизнь, и вы сами, мои дорогие водолеи, изменитесь. И, возможно, открыв этот прогноз в конце 2025 года, вы придете к выводу, ведь правда, насколько изменилась моя жизнь за 2025 год. Будет ли новое знакомство? Все зависит от какой-то прежней истории или как эта прежняя история завершилась. Если ты удерживаешь какие-то отношения, вот у нас девушка сидит на сундучке, ничего она не хочет менять, ее в принципе все устраивает. Присела, так это весом придавила сундучок и все так спокойно контролирует. Поэтому, знаете, не зацикливаться на какой-то прежней ситуации, может быть это даже как состояние души. И ситуация завершилась, или пусть уже нет продолжения с человеком, который вам очень дорог, который как воспоминания добрые именно, и воспоминания, и эмоции, и любовь, они еще остались в вашей жизни. Но насколько быстро вы пройдете или преодолеете этот барьер, тут есть то, что не может быть продолжено, понимаете? И когда нужно себя все-таки изменить, вам нужно словно от чего-то оттолкнуться, а не наоборот что-то пытаться из прошлого удержать. Так вот, если мы или себя удерживаем в прежних воспоминаниях, или мы человека, может быть, искусственно пытаемся удержать, сложно быть счастливым, потому что мы попадаем в зависимость, словно от этих отношений, или в зависимость от наших суждений, от нашего восприятия. Будьте свободны вот в плане своего восприятия. Ведь, говорят, жизнь – это не есть плохо и хорошо, а есть то, как мы воспринимаем. И хоть не всегда я могу лично тоже с этим согласиться, потому что мы иногда попадаем в такую ситуацию, когда, ну, не соглашается ни душа, ни сердце с какой-то деструктивностью. И мы понимаем, вот есть момент несправедливости, и мы согласиться с этим невозможно никак. Но, тем не менее, вы просто добавьте себе вот этой мысли, что нет плохо и хорошо, есть то, как я воспринимаю, и вам будет легче выйти из какого-то тупика. Тут, правда, из какого-то тупика надо выйти. И как только вы выйдете, нам, посмотрите, второй картой выпал практически, что само идет в руки, я так и задала вопрос. Человек уже словно на пороге вашей судьбы ждет, пока вы какие-то гештальты закроете. Что вам может помешать? Ну вот какой-то гештальт им может помешать. Карма, вот так и называется эта карта. Может быть, незавершенные прежние отношения.
Ну, у кого-то банально для переезда нужно будет закрыть кредиты, оформить документы, привести в баланс еще какие-то составляющие, чтобы ничто не тянуло назад. Или в будущем, когда вы куда-то уехали, вам как какая-то обратка опять же не прилетела. Или, может быть, разобраться даже на берегу, как вы дальше будете, например, участвовать. Может быть, и были прежние отношения. У вас же все же карта трансформации выпадает на отношения с прежним партнером или с теперешним даже партнером, да. И я могу допустить, если была личная история, которая де-факто, она уже разрушена, нет взаимопонимания, но де-юре она еще сохраняется. Так вот вам де-юре тоже, как и де-факто, нужно что-то расставить по местам. И, может быть, по местам, если остались, к примеру, дети или нерешенные вопросы по части недвижимости, имущества, здесь тоже нужно сбалансировать. Иначе вы себе словно закрываете путь в будущее. Ну вот как-то так. Ведь всегда карта юстиции – это причины и следствия, как закон. Будьте внимательны, мои дорогие. У вас должно быть все вот в этом балансе. Весы. Как будто две чаши весов. Если вы положили что-то одно на эту чашу, то тоже одно или не может быть два, три на другой чаше. Вам придется что-то выбирать и уравновешивать. Ну и себя, кстати, адаптировать. Быть честным самим собой. Не нарушать где-то закон. Ваш закон будет беречь, если вы будете более продуктивно составлять какие-то документы или буквально себя страховать с позиции закона. Но и, то есть или помешает, или вам это поможет. Возможности, как сюрпризы, мои дорогие, волшебно. Волшебно, потому что на что-то вы могли не решаться, а тут решитесь. И это карта выбора, безусловно, наших решений. И когда есть уже решимость. Может быть, была какая-то запутанная ситуация, и здесь вы действительно можете поставить в чем-то точку. Для кого-то из вас на этот переезд вы не решались, а здесь, скорее всего, вы принимаете окончательный уже какой-то как вывод, как вердикт выносите себе. И посмотрите, девушка наша выходит на тропу, и словно ангел выходит ей навстречу. Здесь по части личной жизни могут быть встречи с теми людьми, правда, которые на расстоянии. Или та встреча, которая была запланирована. Или то, что вы себе поставили, пусть это касается ваших достижений, мои дорогие. Может быть, отчасти заработка, хотя не совсем об этом, но все же это когда мы получаем уже какой-то результат, но он основан, что мы приняли важное решение, одно какое-то, бесповоротное, которое не похоже на качели туда-сюда, или вашим и нашим, а это какая-то точка, как пункт невозврата. И наша девушка, она не оглядывается назад, и обратите внимание, она идет налегке. Но принять Соломоново решение, например, мы все же можем. По этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Может быть, нужно что-то по закону, или, может быть, в прежних отношениях, как примирить, договориться. Тогда у нас хватит и сил, и интеллекта у вас точно, мои дорогие, хватит, и способы вы найдете. Вы решите какой-то вопрос, даже если он запутанный какой-то, как Гордиев узел. Но у вас все равно получится даже сложное что-то, в том числе решить. Сама судьба, может быть, вам будет помогать, и у вас не одна карта уже, посмотрите, 3 карты выпало старших арканов, и эта позиция у нас называется возможные сюрпризы. Имеется в виду сюрпризы, то, чего мы не ждем, или какие-то неожиданные, может быть, события. Так вот, вас словно ангелы и поддерживают, и буквально выходят навстречу. Есть конкретный какой-то человек, которого вы можете или встретить, или, может быть, тот человек, который вас готов поддержать. Давайте мы откроем оракул, и у нас будет первая карта, что важно знать. Новая любовь. Я, конечно, могу допустить, что много кто меня сейчас смотрит, находится либо в таком сольном варианте, но все же не все, мои дорогие. И для тех, кто сейчас в паре, кто сейчас в семье, здесь все равно будет какая-то смена в ваших отношениях. Значит, обновление, считайте, любви. Но, безусловно,
Видимо, как что важно знать, какие-то новые энергии любви к вам приходят. И все же должна и сказать, что написано в этой карте, а тут конкретно новый человек пробуждает ваши чувства, что важно знать. Значит, может быть, даже я могу допустить для тех, кто в паре, все же новое знакомство. И может быть, как мы говорим, этот человек по судьбе. Почему говорю? Потому что и тогда вот эта башня, трансформация, мои дорогие водолеи, как и девочки, так и мужчины. Несмотря на то, что вы семейный, хотя я ратую за семью, безусловно, но карта Таро вещь упрямая. Ну и могу я допустить, несмотря на ваши теперешние отношения, все же вы можете встретить совершенно нового человека, который действительно пробудит ваши чувства. И тогда некоторая дилемма в вашем вопросе будет, ну, невольно как бы создана, как мне в этом разобраться, как мне решить максимально красиво по закону этот вопрос. Вот такое тоже допускаю. Энергия любви, мои дорогие. И правда, вы можете познакомиться с человеком и уехать куда-то далеко. Или вы будете, я могу такое допустить, что где-то огораживаться словно от прежних связей. Больше, конечно, это когда мы познакомились или выстраиваем свою новую историю любви, ну, как-то совершенно в другом ключе. Или, может быть, даже в новой местности, мои дорогие. А здесь нам карта говорит, это время как будто дистанцироваться от мира. И вам захочется где-то энергия любви. Именно такая была карта. Когда вам захочется быть с тем человеком, который важен для вас. Или вот может быть какая-то новая любовь, и вы отдаете ей предпочтение. Может быть, это какое-то будет новое знакомство, но это будет очень важный человек в вашей жизни. У кого-то из вас, допустим, складывается сейчас какая-то грустная история, отношения вроде продолжаются, а взаимопонимания, опять же, тоже нет. Но вы больше настаиваете продолжать что-то. Тогда я могу сказать, вы знаете, для вас может быть какая-то встреча, но если вы через какой-то внутренний диалог с самим собой или самой собой будете честны и поймете, насколько все же ваши отношения могут быть продолжены, основная моя мысль, вы быстро встретите какого-то нового человека. Две карты вот говорят об этом, да и в картах Таро, посмотрите, где-то это перекликается. Энергия дома, давайте посмотрим. Ты можешь искать человека или партнера, которого ты уже знаешь, которого ты уже встретил. Вот эти доверительные, добрые отношения – это как аура вашего дома. Давайте мы узнаем энергия денег и ваших достижений. Но вот тут конкретно деньги и работа. Так и прописано. Но, тем не менее, на деньги и работу, может быть, в этот момент, конечно, карта пишет, что финансовые вопросы являются важным фактором вашей личной жизни. А также карта, самое главное, желает вам передать, что все взаимосвязано. Нет какой-то отдельной сепарации, когда мы говорим, деньги это отдельно, работа отдельно, личная жизнь отдельно. Для вас, мои дорогие водолеи, нужно все будет совместить, соединить красивым узором, гармоничным, совместить ваше творчество, ваше хобби или, мои дорогие, ваш бизнес, вашу работу, вашу занятость на работе с личной жизнью в единый узор для вас будет совершенно необходимо. Нельзя как будто оставить на потом или без внимания вопросы и вашего самовыражения, и ваших достижений. Нам об этом в самом начале говорила карта Звезда. Но и тогда от этого будут ваши отношения в личной или личная ваша история только наиболее гармоничны. Перекладывайте на себя, все взаимосвязано в нашей жизни. Я вас люблю, мои дорогие водолеи, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.